Всем привет, с вами Елена и это канал Вот бы мне. Друзья, сегодня в 3 часа ночи по нашему местному времени судья Мехта наконец-то издал судебный ордер относительно резервирования виз для DV 2021. Наверное, по моему настроению видно, какое у меня мнение на этот счет, но в этом видео я хочу озвучить только сухие факты, коротко рассказать, о чем идет речь в ордере и сколько виз зарезервировано, а все остальные мысли, я думаю, что мы озвучим в ближайших несколько дней. Во-первых, чтобы более детально разобраться в вопросе, а во-вторых, сейчас, кроме нецензурной лексики, на ум практически ничего не приходит. Обязательно поддержите это видео лайками и комментариями, чтобы мы все вместе не пускали руки, окей? Итак, вот сам ордер, и ссылка на него будет, как всегда, у нас в описании под видео. Открывайте, ознакомливайтесь подробнее самостоятельно, а сейчас коротко пройдемся по решению судьи, с которым он тянул буквально до последних часов, отнимая кучу нервов у всех, кто так долго ждал этого решения. В первой части говорится о том, что, получив все необходимые материалы, судья готов принять решение. И несмотря на то, что ответчики возражают насчет возможности резервирования выдачи виз после конца фискального года, суд считает, что имеет полномочия предписать ответчикам резервирование виз, поскольку финансовый год еще не прошел. Далее он рассказывает, что многие из аргументов ответчиков не просто неуместны, но и полностью неверны, ссылаясь на законодательство и прецеденты, но думаю, эту часть можно пропустить. Потом он рассказывает о том, что если не сделать резервирование виз, то наравне с ежегодным средним показателем количества выдачи виз, начиная с 1998 года, количество выданных виз в 2021 году будет очень драматичным. И несмотря на пандемию коронавируса, COVID не является основной причиной таких низких показателей. А потому приказ о резервировании виз необходим для устранения нарушений закона ответчиками. Далее идут рассуждения на тему, сколько же виз необходимо зарезервировать. Повторяется позиция ответчиков, которые, несмотря на неоднократные призывы сделать предложение по резерву, не сдвинулись с нулевой точки. Поэтому суд сосредотачивается на предложениях истцов, на требовании зарезервировать все оставшиеся визы, или хотя бы количество виз равное количеству истцов, или хотя бы 21 тысячу виз, количество которых получено путем нехитрых вычислений, суд не считает справедливым. А все потому, что в таком случае истцы бы получили более выгодное положение, а кроме того не учитывалось бы влияние пандемии, которая все же повлияла на работу Госдепартамента в целом. После этого идет речь о том, что сделать расчет для резервирования виз по формуле, которая применялась в иске ГОМОС для DV 2020, невозможно, так как в иске для DV 2021 нет класса, а значит только истцы имеют право на резерв. И это означает, что зарезервированные визы будут распределены среди меньшего количества участников. Далее судья выводит формулу расчета, основываясь на статистических данных выдачи виз разнообразия и других категорий виз за предыдущие годы для сравнения с ситуацией по DV 2021, чтобы понять, насколько меньше теоретически было выдано виз. Но после всех этих манипуляций на полученную цифру еще суд считает необходимым наложить поверх определенные условия, чтобы понять, какое количество теперь можно зарезервировать, чтобы истцы имели примерно те же шансы, как и в случае без суда. Но если бы ответчики работали, не нарушая законов и не превышая полномочия. Более подробно о том, как суд выводил формулу, смотрите в ордере по ссылке, а мы давайте перейдем уже к решению. Таким образом, суд приказывает Госдепу зарезервировать 6914 виз для истцов, связанных с иском Goodluck. А это иски Goodluck, Джейкоб, Филозипович и еще несколько индивидуальных исков. А кроме того, отдельно зарезервировать 481 визу для истцов ГО, причем в этом случае выдать их не позднее конца 2022 финансового года. А вот для истцов Goodluck срока выдачи резерва пока нет, и они будут установлены после окончательных слушаний на эту тему, и произойдет это ближе к марту. Как вы поняли, резерв не именной, но только для истцов. И по факту это означает, что все те, кто не состоял ни в одном из вышеперечисленных исков, получить визы не смогут. Но и количество виз, зарезервированных для истцов, в 3 раза меньше самого количества истцов, и это, на мой взгляд, максимально несправедливо. Кроме того, далеко не все истцы имеют проверенные документы, а для назначения гипотетических интервью, скорее всего, истцам будет важно иметь статус Document Qualified, то есть проверенные документы. И получается так, что конкретные истцы с проверенными документами уже сразу имеют приоритет над другими. Что уж говорить про истцов из России и Узбекистана, где посольства в принципе не обрабатывают заявки, и ситуация вряд ли изменится. Друзья, в ближайшие дни мы обязательно ознакомимся со всеми данными подробнее, посмотрим, что будут говорить на эту тему адвокаты, сформируем свои мысли в более-менее культурный текст и обязательно поделимся всем этим с вами. А пока пишите в комментариях, что вы думаете на этот счет, справедливо по вашему решению или нет. Ну а на сегодня все, друзья. Если информация была полезной и познавательной, поддержите наш проект. Подпишитесь на канал, подключите уведомления, поставьте лайк и поделитесь этим видео с друзьями. А если у вас остались вопросы к нам, смело задавайте их в комментариях.
Каждую неделю мы делимся полезным контентом, так что зовите друзей и оставайтесь с нами.